Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран противостоит Хасану и спрашивает, почему особняк горит, вы не оттуда. Тогда он говорит: либо становись корабеем, либо покидай этот особняк. Хотя Дилан говорит, что Ферат пытается измениться, господин Кудрет полон решимости. Он говорит: мой сын не может жить под одной крышей с человеком, который покушается на его жизнь. Пока баран Дилан все еще говорит, он говорит: пойдем в учебную комнату. Когда Ясмин собирается покинуть ресторан, Харун говорит: ты думал о Хасивате Карагозы, пойдем вместе. Ясмин думает о том, что сказала Сельма, но поскольку ей трудно ей поверить, она принимает предложение Харуна проверить его род. Когда Дилан идет в кабинет, Бэрон злится и спрашивает: почему ты заставил меня замолчать, а Бэрон спрашивает: разве мой отец не прав? Пока говорили о Дилане, всегда есть другой выход, приходит господин Кудрет. Скажи мне, как ты это скрыл, ты мне не сказал, говорит Баран, как ты это переварил. Баран говорит, что я не запугивал, а промолчал, чтобы Джихан не испытал этой травмы. Дилан говорит, что мы все много раз молчали, чтобы защитить своих близких, но Ферат заслуживает еще одного шанса. Когда господин Кудрет говорит ясно, Дилан говорит: пожалуйста, подумайте еще раз, могли бы вы принять такое же решение, даже если бы Дилан был вашим собственным сыном. Пока Гуль пытается принести Ферату что-нибудь поесть, госпожа Сабиха стучит в дверь и приносит что-нибудь поесть. Тогда эти плохие дни для них пройдут, не волнуйся, то, что ты сделал, неправильно, Ферат, но я тебя понимаю. Потому что я попался на слова человека, которого любил, и причинил боль моему самому дорогому человеку. Я думал, что мой Дилан никогда меня не простит, но моя дочь увидела мою боль и простила меня. Я знаю, что ты тоже очень сожалеешь, удели время своей семье, я уверен, они простят тебя так же, как Дилан простил меня, потому что вы, корабеи, связаны друг с другом большой любовью, и когда он собирается выйти из комнаты, Ферат говорит спасибо Гэже Сабихе. Когда госпожа Сабиха выходит из комнаты, она встречает Гэжу Азади у двери и спрашивает, что вы делаете. Когда госпожа Сабиха говорит, что я принесла еду, госпожа Азади говорит: я отнесла ее Джихану, он совсем не здоров, он даже не посмотрел мне в лицо. Когда она спрашивает Сабиху Ханем, как они поживают, Сабиха Ханем отвечает, что они совсем не здоровы, а Азади Ханем говорит: это все из-за меня. Брак не рухнул, потому что его дети продолжали умирать. Когда госпожа Сабиха спрашивает, в чем ваша вина, госпожа Азади, она отвечает: я виню себя за то, что не смогла это предотвратить. Поскольку Дилан уже давно ничего не ест, Бэрон хочет заставить его съесть бутерброд. Когда Дилан говорит: если ты это не съешь, я тоже не буду, Бэрон тоже это ест. Пока Дилан ест свой хлеб, она спрашивает, как долго это продлится. Джавахир следует за нами даже в тюрьме. Бэрон завершает тему, говоря: я не хочу говорить об этой проблеме. Когда Ясмин приходит домой, она рассказывает Цеврии, что они сделали. Затем, когда Цеврия спрашивает ее, как вчера вечером была ее подруга, Ясмин вспоминает слова Сельмы и говорит, что она растеряна и хочет убедиться в любви понравившегося ей мальчика. Цеврия говорит: иди и скажи этому своему другу, пусть он пойдет и посмотрит в глаза мальчику, который ему нравится, тогда он поймет, нравится он ему или нет. Пока Джавахир думает о том, как наказать барана, приходят люди барана, хорошенько избивают Шаира и Джавахира и передают привет. Когда печаль Дилана расстраивает барана, Дилан говорит о том, что с ним все в порядке, когда все остальные находятся в такой ситуации. Когда Бэрон говорит: ты прав, я не мог удержать тебя от этих событий, Дилан говорит: это не твоя вина. Бэрон говорит, что твоя любовь настолько широка, что ты не можешь остаться равнодушным, ты похожа на мою мать, поэтому я так тебя люблю. Утром Баран звонит Дилану и сообщает, что собирается поговорить с Джиханом. Когда Дилан Джихан говорит: я тоже твой брат, я тоже хочу поговорить, Баран говорит: хорошо, тогда я подожду.
Когда Ферат говорит «не чувствуй себя обязанным, тебе не обязательно идти со мной», Гуль говорит «я иду не потому, что должен, а потому, что люблю тебя». Разве я не могу страдать, пока ты страдаешь? Это самое лучшее для нас. Пока Харун был в ресторане, его мать позвонила и спросила, что ты сделал. Ты подарила мне свой подарок. Когда Харун говорит «хорошо, мама, я подарю его тебе сегодня», приходит Ясмин. Когда Харун возвращается к работе, Ясмин думает о словах «посмотри в глаза Цеврии, и ты поймешь», и говорит «посмотри на Харуна». Он думает про себя, кто тебе нравится, Харун. Давай, дай мне знать. Когда Харун спрашивает, что случилось, он говорит, я посмотрел на него, потому что круги в его глазах показывают, есть ли у него холестерин или нет. Дилан и Баран приходят к Джихану, и Джихан в ответ говорит, не говори прости, Ферат. Когда Баран говорит, что мы приехали не с таким намерением, а недоумевали, как это произошло, Джихан разделяет свою печаль, говоря, я чувствую, что меня обманули, я не могу побороть это чувство. Госпожа Кадер приходит в свою комнату, чтобы поговорить с Гулем. «Я так зол на госпожу Кадер, Гуль, за то, что она расстроила тебя и заставила тебя плакать. Когда я говорю это тебе, Гуль говорит, не говори так, мама». Когда госпожа Кадер говорит, что то, что она сделала, нельзя есть или проглатывать, моя дверь открыта для вас, вы можете вернуться, пока дорога близка, говорит Гуль, я не могу оставить Ферата одного, я знаю доброту в его сердце, он ему очень жаль, он готов понести наказание, даже если все отвернутся, я не смогу вернуться. Они обнимают друг друга и говорят, миссис Кадер, ваша мать, как гора, всегда будет позади вас, когда вы захотите. В своей комнате госпожа Азади думает о словах, которые она сказала Ферату, когда он был ребенком, «Я бы хотела, чтобы моя тетя Айтан была моей матерью», и плачет, «Это все моя вина, я сделала братьев врагами друг другу, как справлюсь ли я с этим грехом?» Господин Кудрет приходит в комнату и спрашивает, почему, когда он видит ее плачущей. Затем он становится взволнованным, разве это не та машина, которую Айтан купила для Ферата? Ему интересно, сколько он уделил внимания и заботы, чтобы Ферат не грустил и не чувствовал своего материнства. Когда госпожа Азади говорит «пожалуйста, простите Ферата», он сильно изменился, он прошел долгий путь, если вы простите его, Джихан тоже простит вас. Кудрет Бей отвечает, плача, «Мама, он пытался убить моего сына». Он выходит из комнаты со словами «просите все, не просите этого у меня». Сельма приходит в ресторан под предлогом оформления документов, и пока они разговаривают, Харун ловит суровый взгляд Ясмин. Пока Ферат сидел в саду, к нему подошел Хасан и сказал, что твой любимый дядя больше не будет под одной крышей. Он говорит, ты сейчас покидаешь особняк, не жди от меня ничего. Когда Ферат говорит, что ты выглядишь очень грустным, Хасан говорит, что ты ударился о собственный табурет, и у него звонит телефон. Поэт велит Хасану поскорее сообщить о том, что происходит в особняке. Хасан Ферат выходит из особняка и говорит, что это последняя новость, которую вы услышите с этого момента, я больше не буду на вас работать, меня разоблачили, не беспокойте меня больше. Дилан спрашивает, не думали ли вы о Ферате, разве вы не думали и о Гюле? Хотя Бэрон говорит, что думает обо всех из них, как раз собираясь сказать что-то еще, он поднимает руку и заставляет его замолчать. Потом он говорит Дилану, приходите все в зал, я объясню свое мнение о Ферате. Пока Харун и Сельма идут к нотариусу, Харун забывает подарок и возвращается за ним. Когда он привлекает внимание Ясмин, он смотрит ей вслед и говорит Харуну, «Моя мать послала тебе этот подарок за то, что на этот раз ты помог мне с ее работой». Когда Ясмин видит этот вид, она расстраивается и говорит, «Я не верю, Харун купил подарок Сельме». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.